Солнце едва пробивалось сквозь облака, его лучи падали на крышу деревянного дома, отражаясь сквозь щели в бревенчатых стенах, словно мерцающие полосы света. В маленьком доме Чьен крепко спал на деревянном матрасе, тяжелое дыхание выдавалось после утренней работы в поле. Его мать также отдыхала в одном из углов, и никто не обращал внимания на новую невестку, которая тихо ерзала, широко открыв глаза, полные расчетов. Хуонг давно ждала этого момента. Она мельком взглянула на Чьен, будучи уверенной, что он глубоко погружен в сон, и затем тихонько поднялась. Ее босые ноги ступали по деревянному полу так незаметно, что не издавали ни звука. Подойдя к уголку дома, где Чьен все еще хранил деньги в маленьком деревянном сундуке, Хуонг ловко открыла крышку, и ее глаза заискрились, увидев оставшиеся скудные монеты. Хуонг изогнула губы в ухмылке и тихо пробормотала: «Сколько здесь? Немного, но достаточно, чтобы уйти отсюда». Однако она не остановилась на этом. В ее голове уже вынашивался более масштабный план. Тихо покинув дом, она достала из кармана старого мобильного телефона и набрала номер одного торговца буйволами. «Эй, иди сюда. У меня есть один жирный буйвол, продаю дешево». Не прошло и много времени, как появился незнакомец. Он быстро повел буйвола, а звук его копыт эхом разносился по грунтовой дороге. Хуонг наблюдала издалека, удовлетворенно принимая деньги в руки. Поспешно вернувшись, она собрала несколько необходимых вещей. Здесь для нее больше не было выгоды. Чьен всего лишь грубый мужчина, свекровь жестокая, а эта семья нищая, не имеющая ничего, что могло бы ее удержать. Перед уходом Хёнг на мгновение остановилась у двери и взглянула на темный дом, где дураки спали, не подозревая, что скоро над ними разразится буря. Солнце уже начало опускаться, но жар все еще держался на грунтовой дороге, ведущей к дому. Тетьен, согнувшись, неся 2 полных ведра воды, шагала тяжело босыми ногами, запятнанными грязью. Проведя все утро в поле, она почти не имела сил, но все равно старалась закончить работу. В душе она желала лишь немного отдохнуть. Едва наступила на порог дома, как резкий крик разорвал тишину. «Ты что, еще можешь прийти сюда с голой мордой, проклятая женщина?» Тетьен вздрогнула, ее плечи слегка задрожали. Мать мужа рванула к ней, лицо ее покраснело от гнева, а взгляд был таким пронизывающим, словно она хотела разорвать ее на куски. Еще не успев понять, что происходит, Тетьен увидела, как Чен стоит прямо у двери, холодный взгляд, полный ярости. «Ты что, отрицаешь? Ты же продала буйвола за деньги и убежала, не так ли?» Голос Чень прозвучал каждое слово словно нож, вонзавшийся в сердце Тетьен. Она застыла, крепко сжимая веревку ведра. Она не могла поверить в то, что только что услышала. Почему? Почему они так говорят о ней? Я ничего не делала». Ее голос прервался, а глаза наполнились слезами. Но никто не слушал. Мать мужа рванула вперед, схватила ведро из ее рук и бросила его на землю. «Ты еще смеешь притворяться? Такая женщина, как ты, которую я так долго выносила, и ты смеешь воровать?» Непрерывные ругательства обрушивались на нее. Все взгляды в доме устремились на нее с презрением, а соседи тихо обсуждали происходящее. Тетьен огляделась вокруг, отчаянно ища кого-то, кто мог бы ей поверить, но никого не оказалось. Она была просто покинутой женщиной, без детей, без семьи, способной ее поддержать. Она осталась одна, растоптанная теми, кого когда-то считала близкими. Прошел холодный ветер, принеся с собой остаточную влагу после ночного дождя. Она почувствовала, как ее сердце стало таким же холодным. «Убирайся отсюда немедленно! В этом доме не место для такой женщины, как ты!» С гневом произнесла мать мужа. Ее взгляд был полон ненависти. Чин молчал, но никак не пытался остановить ее. Он стоял там, смотрел на нее, как на чужую, будто годы супружеской жизни никогда не существовали. Тетьен опустилась на ступеньки, крепко сжимая край своего платья, и слезы текли по щекам. Она хотела что-то сказать, хотела оправдаться, но не знала, что говорить, когда никто не желал слушать. Она понимала, что проиграла горько. Стиснув губы, она поспешно собрала несколько старых вещей в серебристую тканевую сумку. У нее не оставалось выбора.
Она медленно вышла за ворота, словно ступая по обломкам собственной жизни. За ней с грохотом захлопнулась дверь, разрывая последнюю надежду. Длинные тени вечера ложились на каменистую тропинку, и босые ноги Тутен шаг за шагом неслись тяжело. Ее глаза, красные от слез после долгого дня, наполненного отчаянием, свидетельствовали о глубокой боли. Никто не предложил ей приюта, никто не обратил внимания на ее страдания. Сколько бы ни было людей в деревне, ни один не встал на ее сторону, никто не поверил в ее невиновность. Когда наступил сумрак, она нашла небольшую пещеру, скрытую за густой зарослью. Тутен дрожащими шагами вошла внутрь, чувствуя пустоту в сердце. Она присела в углу, крепко прижав колени к себе, пытаясь сдержать судорожные рыдания. Холод, исходящий от каменной стены, заставил ее содрогнуться, но одиночество было еще холоднее ночного тумана. В первую ночь, проведенную в пещере, она не могла сомкнуть глаз. Вой ветра, проникающего сквозь кроны деревьев, и непрестанные звуки насекомых только усиливали ее страх. Она скучала по дому, но скучать зачем, если это место больше не принадлежало ей? Она скучала по мужу, которого когда-то любила всей душой, но теперь он отвернулся и немедля выгнал ее на улицу. На следующее утро нестерпимый голод привел ее в полное оцепенение. Обхватив живот, она обыскала всю пещеру, но нашла лишь сухие ветки и несколько пожелтевших листьев. Медленно поднявшись, она вышла наружу. Уставшая, с кругами под глазами, ее взгляд метался в поисках чего-нибудь, что могло бы утолить голод. Вдалеке она заметила дикое банановое дерево, растущее на опушке леса. У подножия дерева лежали опавшие грозди бананов. Не раздумывая, она поспешно подобрала один, аккуратно очистив его от толстой кожуры, а затем попыталась разжечь небольшой огонь прямо перед входом в пещеру. Ее руки дрожали, пальцы потрескались от холода, но она осторожно переворачивала кусочки банана на слабом пламени. Жареный банан оказался пережаренным и сухим, но она все равно старательно глотала его. У нее не было иного выбора. Каждый укус приносил горечь, но она должна была есть. Никто не пришел ей на помощь. Если бы она не позаботилась о себе, она бы умерла. Она подняла взгляд на серое небо. Никто не знал, что именно в этот момент среди дикой природы одна женщина изо всех сил борется за жизнь, молча выживая среди предательства и боли. Вечерний ветерок проносился по тихой деревенской дороге, поднимая пыль, которая кружилась за поспешными шагами Чен. Он шел тяжело, словно внутри его пылал огонь. В последние дни атмосфера в доме стала настолько угнетающей, что дышать было трудно. Узнав правду о том, что именно Хуонг-обманщица, воришка, продавшая буйволов и сбежавшая, Чен пал в бездну отчаяния. Но больше всего его мучил образ Тутен, жены, которая терпела все унижение и которую он безжалостно изгнал, оклеветав. «Помоги мне, пожалуйста, я должен найти ее!» — хриплым голосом произнес Чен, обращаясь к Троонг-Тон. Глаза его были полны бессонных ночей и боли. Тронсон посмотрел на Чин. В его взгляде смешались упрек и сожаление. «Поздно уже. У тебя еще есть честь искать ее. Ислан Каш Критьем и Славан!» Чен опустил голову, его руки крепко сжимались от стыда и сожаления. Но он не мог сдаться. Если он не пойдет искать Тутен сейчас, он боялся потерять ее навсегда. После долгих уговоров Труонг-Тон наконец согласился помочь. Вместе они отправились по узкой тропинке, ведущей к безлюдным горам, где, по слухам, жила одна женщина, обитающая в пещере. Когда Чен нашел Тутен, она сидела, свернувшись в уголке пещеры, безжизненным взглядом уставившись на тлеющее пламя перед собой. Ее исхудалое бледное лицо и измученное тело причиняли ему боль. Она уже не была той нежной и терпеливой женщиной, какой была прежде. Теперь она казалась лишь бледной тенью самой себя, изможденной и отчаявшейся. Чен подошел ближе, голос его задрожал. «Кен, вернись ко мне, я ошибался». Тутен тихо подняла голову и посмотрела на него чужим взглядом. Она ничего не сказала, лишь молча отвернулась.
Смогут ли эти извинения что-либо изменить, если они пришли слишком поздно? Ветер завыл, проносясь по каменной стене и принося ледяной холод. Но в сердце Тутен, возможно, было еще холоднее. Тутен тихо сидела у входа в пещеру. Ее безжизненный взгляд устремлен был вдаль. Руки, прижавшие к себе изношенную мантию, обрамляли ее исхудалое тело, едва заметное на фоне бескрайней природы. Она знала, что он вернется. И так и случилось. Чьен стоял перед пещерой, его взгляд был полон мольбы. Он уже не был таким свирепым, как прежде, не смотрел на нее с презрением или гневом. Теперь в его глазах читались лишь раскаяние и умоление. «Тутен, прости меня! Вернись ко мне!» – произнес он. Эти слова прозвучали, но уже не могли коснуться ее сердца. Тутен посмотрела на него, и в ее взгляде не было ни гнева, ни обиды, лишь пугающая отстраненность. «Вернуться зачем? Чтобы опять быть изгнанной?» – тихо сказала она. Ее голос был мягким, но заставил Чьен замереть. Она не плакала, не упрекала и не просила, как в прежние времена. Именно ее спокойствие причиняло ему боль больше любых упреков. Чьен опустился на колени, его руки крепко сжимались о холодную землю под ногами. «Я ошибся. Я был глуп и не поверил тебе, но я не могу позволить тебе оставаться здесь. Видеть тебя такой я не выдерживаю». Тутен слегка улыбнулась. «Ты думал, когда изгонял меня, что я буду жить так?» Она поднялась, худая, но полная решимости. Раньше она умоляла, просила остаться, когда ее унижали и выгоняли из дома, который считала своим. Тогда он не смотрел на нее так, как сейчас. «Уходи, Чьен, не тревожь меня больше». Чьен продолжал стоять на коленях, не в силах подняться. Он закричал от боли, но Тутен отвернулась, будто он был чужим. Не имея иного выхода, Чьен вызвал полицию. Однако, когда власти прибыли, Тутен твердо заявила: «Я не вернусь, я и так смогу жить здесь. Только чтобы никто больше меня не тревожил». Она произнесла эти слова спокойно и решительно, без малейших сомнений. Теперь она уже не была той слабой женщиной, какой была раньше. После того, как дело было урегулировано, Чьен опустил голову и тихо ушел. Он понимал, что проиграл. Тутен продолжила жить в пещере, сама добывая пищу и заботясь о своей жизни. Никто не приходил ей на помощь, никто не защищал ее, но, по крайней мере, она могла жить, не чувствуя презрения окружающих. Каждую ночь, когда ледяной холодный ветер проносился через пещеру, она все еще ощущала, как ее сердце остается пустым до ужаса. Tất cả những gì cô từng có, từng gìn giữ suốt 5 năm qua, giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dân trong chính gia đình chồng mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng, nhưng lòng đầy những vết thương không bao giờ lành. Tử Tiên rời khỏi ngôi nhà mà cô từng coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau khôn nguôi. Bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ con sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tử Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy.